После окончания Корейской войны, в 1953 году, мир на полуострове до сих пор является весьма условным понятием. Коммунистические лидеры КНДР по-прежнему грозно брецают оружием, а Южная Корея постоянно пребывает в состоянии готовности войны с братьями по крови. Огромная армия Северной Кореи вынуждает Южную Корею держать мощную современную армию для отражения возможной агрессии. В 1995 году основным боевым танком Южной Кореи являлся К-1, модификация Абрамса, приспособленная к условиям Корейского полуострова, и его модифицированный вариант К-1А1, суммарно их было около 1500 единиц. Но имелось и до 1000 танков У-48 Паттон. Если К-1 были более чем достойными противниками всем северокорейским танкам, то Паттоны было решено заменить на новейшие танки собственной разработки. В Южной Корее поняли, что выгоднее самим создать для себя бронетехнику, чем закупать разрекламированные Абрамсы в США. В 1995 году к разработке нового танка, получившего индекс К2 и прозвище «Черная пантера», приступили агентство по оборонным разработкам и входящая в концерн Hyundai Motors компания Rotem. В 2006 году проектирование новой боевой машины было завершено, стоимость работ за этот период превысила $230 миллионов. Упор при проектировании делался на национальной разработке, что в дальнейшем позволило новому танку участвовать в различных салонах и претендовать на международные контракты. Первый опытный образец «Черной пантеры» был продемонстрирован на полигоне Чангвон восточнее Сеула 2 марта 2007 года. Этот танк имел массу 55 тонн при длине 7500, ширине 3600, высоте корпуса 2200 мм соответственно. Полная длина вместе с пушкой составляет 10800 мм. По началу разработки конструкции танка велись в двух направлениях: необитаемая башня с пушкой 140 мм и классический вариант со стандартной 120 мм пушкой. От необитаемой башни пришлось отказаться, поскольку разработчик оружия фирма Rheinmetall прекратила свои изыскания в данной области. Так «Черная пантера» приобрела хорошо зарекомендовавшую себя гладкоствольную пушку 120 мм от Rheinmetall с длиной ствола 55 калибров. Экипаж нового танка составляет всего 3 человека, из его состава исключен заряжающий. Функция зарядки полностью возложена на автоматику. 16 снарядов размещаются в самом автомате зарядки, остальные 24 распределены по специальным укладкам в корпусе танка. Скорострельность составляет 15 выстрелов в минуту, независимо от угла наклона орудия. В качестве снарядов можно использовать стандартные боеприпасы НАТО. Дополнительно был разработан специальный корейский интеллектуально-инерционный снаряд «Кстан», не имеющий собственного двигателя и осуществляющий наводку на цель с помощью специального радара, улавливающего миллиметровый диапазон радиоволн, а также датчиков инфракрасного и радиационного излучения. В полете снаряд корректируется с помощью 4 стабилизаторов. При подлете к цели выпускается специальный парашют, замедляющий движение боеприпаса и позволяющий провести атаку сверху. В случае необходимости возможна корректировка траектории снаряда со стороны наводчика-оператора. Стрельба прямой наводкой возможна на дальность 2,8 км. Можно стрелять из закрытых позиций. В качестве дополнительного вооружения имеется спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм и зенитный 12,7 мм пулемет. Для защиты на К2 применяется комбинированная многослойная броня, состоящая из модулей, которая, по заявлениям конструкторов, способна выдержать лобовое попадание 120 мм бронебойного снаряда. Есть система динамической защиты взрывного действия. Чтобы обороняться от управляемых ракет, создателями «Черной пантеры» был установлен комплекс постановки помех, наподобие отечественной разработки «Шторм». Благодаря этой системе при обнаружении вражеской ракеты отстреливаются дымовые гранаты, делающие боевую машину почти невидимой в оптическом, радио- и инфракрасном диапазонах. Подвижность танка обеспечивается дизельным двигателем МТ М880-3К500 производства Германии мощностью 1500 лошадиных сил. Имеется вспомогательная газотурбинная установка,
цель которой – обеспечивать энергией электрооборудование танка, когда основной двигатель боевой машины выключен. Силовая установка позволяет «Черной Пантере» развивать скорость до 75 км в час по шоссе и 50 км в час по пересеченной местности. Не стоит забывать и про гидропневматическую подвеску, которая позволяет не только преодолевать преграды, но и увеличивает углы наведения орудия, опуская или поднимая нос танка. Похожая система есть у японских танков тип 10. Такая подвеска необходима, чтобы танк был лучше приспособлен к ведению боя в горной и холмистой местности Корейского полуострова. Для движения под водой танк оборудован системой АПВТ с выдвижной трубой. Это позволяет преодолевать водные преграды до 4 метров. Герметизацию боевой машины экипаж по нормам производит за 30 минут, а вступление в бой возможно сразу после преодоления водной преграды. Главным достоинством южнокорейской «Черной Пантеры» является электронная система. Электроника позволяет экипажу быстро приспособиться к окружающей обстановке. Системы танка по сути объединяются в одно целое: гидропневматическое шасси, высокочастотный радар, термографическая камера, контроль направления башни и пушки, измерители расстояния и бокового ветра. Вот почему К-2 стоит около $9 миллионов и является одним из самых передовых в мире. Южнокорейская армия поначалу планировала приобрести 680 «Черных Пантер», однако недостаток финансирования уменьшил это число до 297 единиц. Это сделало К-2 самым дорогим танком мира. Его стоимость с учетом разработки составляет примерно $8,5 миллиона за штуку. Создатели планируют получить изрядные доходы за счет поставок К-2 за границу. Вот такие танки производит Южная Корея. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Этим вы очень поможете мне с продвижением канала.